Такая секс, это в этих сапогах. Я обожаю просто эти сапоги. Я тоже хочу в них играть. Друзья, всем привет! Наш прекрасный амбассадор Анастасия Павлюченкова. Настя, я, во-первых, очень рада, что ты вернулась. Ты давно не играла на больших турнирах, тебя давно не было. Индиан Уэллс и Майами пропускала. Любимый грунт. Ты в деле. Ты прошла квалификацию. Первый круг. Александр Ялла, мягко говоря, не самый простой соперник. Но вижу по настроению, что прям вайб, мут у тебя такой вот сейчас идет. Самобичевание. Давай позитивный момент сначала найдем. Как ты себя сейчас чувствуешь? Позитивного будет трудно сегодня найти, к сожалению. Я старалась находить очень много позитивного во время матча, но тяжело, потому что каждый раз, когда я цеплялась, я очень хорошо начала матч, и казалось, что там и я брейк могла сделать во втором гейме уже, и вот-вот-вот. И каждый раз, когда вот-вот-вот, как-то был просто провал. Наверное, да, мне не хватило немножко наигранности, потому что я пропустила американскую серию. Долго не играла турниры на таком еще высоком уровне, поэтому девочка непростая. Я считаю, что, может быть, не было каких-то вау у нее, каких-то таких ударов или подачи, но она очень стабильно играет, без ошибок, четко, как такой достаточно испанский теннис, что, в принципе, на грунте как бы то, что нужно. И да, мне, наверное, не хватило свежести еще после квалификации. Вчера тяжелый матч был. Матиас классно подсказывал, он тебе говорил все время, ничего, будет шанс, это вопрос времени, подожди немножко. Действительно ли немножко терпения тебе сегодня не хватило? Потому что у меня было ощущение, мы смотрели весь первый сет, потом ушли дальше работать, и было ощущение, что ты себя все время так пушила, потому что, честно, хайлайты были у тебя, удары были у тебя, ты атаковала, ты вела этот матч, даже несмотря на то, что с брейком уступала. От этого и обидно, потому что даже 4-3 был первый сет, и 15-40. У меня 2 брейкпоинта на ее подаче, и хороший прием, и вот я как раз злилась на себя все время, потому что я все время веду игру и что-то в конце какое-то делаю глупое решение, да, то есть этот был укороченный, который, может быть, вообще был не в тему абсолютно. И да, и вот было тяжело, такие качели эмоциональные, потому что, как я уже говорю, я цеплялась, была там, и потом в конце что-то было обидно, но в конце, да, второй сет уже, в принципе, она взяла инициативу в свои руки, у нее была уверенность. Я пыталась бороться до конца, естественно, но было достаточно много ошибок в конце уже тоже. Ты брала медицинский перерыв как раз, когда брейканул у тебя Александр. Что там происходило? Бедро было перевязано? Да, у меня, на самом деле, нога не очень. После вчерашнего матча как раз я там и упала во время матча, и много скольжений было. Мне кажется, что я немного потянула вот верхнюю часть бедра. При 2-1 счете я уже вызвала врача, сказала, что на следующий просто уже не было времени. И нам надо уходить за корт, чтобы это место бинтовать, поэтому да, это тоже не помогло однозначно, потому что мне тяжело было в передвижении, но опять же, да, я говорю, вот эта квалификация очень заняла, очень много сил отняла у меня. Но по ощущениям, вот я сколько тебя знаю, сколько мы записываем интервью, сколько я вижу тебя на корте, вот, конечно, я каждый раз удивляюсь, вот этот огонь внутри. Да. Вот что бы ни было, какие бы ни были позиции в рейтинге, в топе ты, не в топе, вот все равно Настя борется, кулаки сжимает, на себя что-то ругается, кулачком по бедрам бьет, в бокс обращается. Сравни сейчас вот это ощущение, ты достаточно долго была без тенниса, и вновь ты с ним, но ваш роман продолжается, я бы так сказала. Да, к сожалению, это вот единственное, что я думаю, постепенно готовлю себя, да, как бы теннис, он все равно закончится рано или поздно. В моем случае раньше, чем позднее. Но я все как-то пытаюсь эмоционально настроиться на этот момент, и как с этим смириться, встретиться, да, потому что у меня вот реально этот love-hate просто, то есть я, когда проигрываю, я всегда говорю, все, я бросаю после каждого матча, но когда я играю, я настолько люблю соревновательный процесс, для меня, я ненавижу тренироваться, я ненавижу процесс тренировок и рутин,
Но вот как я выхожу на корт, и что-то включается во мне, и я просто обожаю соревноваться. И вот этого будет мне всегда не хватать. Я не знаю, может быть, что-то другое надо будет найти. Надо в реалити-шоу Да. будет нужно, видимо, пойти. Что-то, да. И поэтому, да, сколько бы мне не было лет, как мне уже немало, и какой бы ни был счет, и, как ты говоришь, рейтинг, это всегда во мне. И вот поэтому, да, обидно, что все равно я вот как маленький ребенок злюсь, и после каждого розыгрыша, что не получается. Уже тяжело с возрастом, не получаются вещи, которые раньше получались, которые я хочу делать, которые, мне кажется, вот мяч на ракетке, и у меня ноги стоят, и от этого очень обидно. Ну, ты игровая, азартная, то есть вот тебе нравится вот это, кошки-мышки. Только восстановление у меня не азартное, и восстановление меня не слушает, к сожалению, но... Подожди, первый турнир после возвращения. Да. Я все равно пытаюсь найти хорошие моменты, и ты в теннисе, в игре. Это всего Ну, лишь я первый просто, я реалистично подхожу к вещам. турнир. В завершение, Жень Донской в боксе помогал тебе во время квалификации. Ну, слушай, у меня есть такая теория, что вот Женек, и слушай, я тоже его долго знаю, не с теннисной точки зрения, с человеческой, вот у меня такое чувство, что вот он тебе говорит, да все будет хорошо. И как-то, блин, Женек сказал, что все будет хорошо. Ну, то есть умеет вот как-то вселить какую-то уверенность абсолютно простыми человеческими словами. Насколько важно было, что именно он помогал тебе готовиться к квалификации? Да, мне очень важно, мне реально это помогло. Я считаю, что квалификацию я тоже благодаря ему тоже прошла, потому что мне не хватало вот тренировочного процесса, набитости какой-то, которую Женя мне как раз дал. Мне нравится, что он меня заставлял каждый мяч подходить ногами, и буквально каждый мяч, и это как просто у меня папа, когда меня тренировал в детстве, это было то же самое, и мне это какая-то такая ностальгия просто, потому что многие тренеры, они считают, что мы все и так все знаем, и они вот так вот обнимают ракетку, стоят, и иногда там в течение часа 2 слова скажут, и все, да, то есть, а вот мне нравится вот это в Жене, у него какая-то просто неимоверная энергия, которая нескончаемая, которую, мне кажется, он мне даже дал этой энергии много на квалификацию, потому что я уже в конце вот так вот ходила и все равно потом просыпалась, потому что уже нет этот огонь. То есть вот это супер, и плюс он сам играл, мне важно, что он на свежем понимает многие детали, для меня это важно, все-таки это играет роль тоже. Спасибо тебе. Да, Женёк, спасибо. Друзья, мы Настю Павлюченкову отпускаем. Настя, я очень рада. Я повторю, что ты вернулась. Удачи тебе. Рим, Гарос. Да, Рим, Гарос. Смотрим.